Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Давно не было обзора, сегодня пробежимся по аквариумам, посмотрим, как чувствует себя рыбка. И начнем мы сегодня вот с этого. Смотрите, здесь у нас гуппи, да, и вот тройка, даже четверо анциструсов. Ну, Батяня, кстати, опять отнерестился, опять у него была икра. Я вам вставочку сделаю, покажу. Вот. Гуппи тоже стало у нас уже поменьше. Отсюда я продал буквально 4 пары. Пару самочек осталось. Нужно сюда подсаживать уже новеньких, потому что самцы хотят уже продолжения потомства, а самок здесь совсем мало. Друзья, вот буквально в прошлом видеообзоре я снимал этого Батяню, да, показывал, что у него опять икра. И вот смотрите, опять есть одна кладка. Буквально сколько прошло? Ну, 2 недели, максимум 3. И опять у него будут малыши. Вон он их охраняет. Короче, эта тройка у меня анцитрусов самая плодовитая получается на разводне. Вот такие-то дела. Но там скоро будут и другие вроде бы нереститься. Игры у них происходят. Так, вот здесь у нас в этом аквариуме вот такое оставшееся количество данио. Ну, преимущественно, видите, красного цвета, красного такого, бордового. Чутко зеленых есть. Сейчас я вам покажу, кстати, мальков, которые от этих данио у нас есть. Им как раз сегодня неделя от момента нереста. Ну, то есть не малькам неделя, а от того, как прошел нерест. Я как раз их покормил. И вот они здесь у меня в нерестовичке находятся. Смотрите. Вот они вот такие у нас. Видите? Разного цвета. Зеленые, красные. Кормлю их солоноводной коловраткой пока. Ну, артемии у меня-то и нету. Ну, будем потом экспериментировать. Может, яйцом будем подкармливать, желтком, посмотрим. Либо сразу на сушку попробуем перейти, мелко-мелко будем ее толкти. И понемножку им давать. Так, на втором ярусе у нас по-прежнему уже прямо огромные тернеции красные и прозрачные. И гупики здесь. Ну, живут они здесь нормально, все я их кормлю. Кушают они нормально, фильтрация хорошая, поэтому перенасыщения здесь нет. Так, в соседнем давайте посмотрим. Здесь у нас коридорос и Венесуэла оранж. Так, гупики. Не, гупиков нету. Данио у нас здесь есть. Тернеция. Один неон попал сюда. Ну, рыбки чувствуют себя нормально. Тоже на этой неделе 5 рыбок отсюда уехало. Но это, конечно же, незаметно. Кстати, на этой неделе можете посмотреть. Вот смотрите, слева аквариум на 3-м ярусе. Свет не горит в нем. Справа не горит. Короче, за неделю 2 лампочки сгорело. Ну и одна у меня вот здесь еще, вернее, прожектор. И одна вот здесь у меня не горит. Вот здесь у меня находятся тернеции такие. И тоже лампочка перегорела еще раньше. Но я думаю, что я в скором времени их поменяю. И у нас будет подсветочка нормальная. Значит, здесь вот рядом коридоросы крапчатые. Вместе с тернециями здесь они обитают. Чувствуют себя тоже хорошо. Так, давайте пойдем посмотрим, что дальше у нас еще есть. Ну вот здесь в темном царстве находятся наши старички. Их немного, вернее, ну как немного, но я думаю, здесь, наверное, штук 60 их есть. Чувствуют себя нормально. Значит, здесь у нас по-прежнему данио, анциструсы, самец и 2 самочки, и тернеция, 3 штучки. Вот. Вот у синих тоже у нас свет пропал. Ну, скорее, вернее, лампочка перегорела.
То это, говорю, свет пропал. Но рыбки чувствуют себя нормально. Немного отсвечивает. Не видно. А все у них хорошо. Так, пробежимся по второму ярусу. Значит, здесь меченосец один. Немножко, буквально 4-5 штучек голубого неона. Данио, наверное, такая толстая, видно, закистованная. Тернеции и анциструсы. Компания. В соседнем то же самое. Компания та же. Данио. Тоже вот самки такие уже промо огромные. Ну, я пробовал садить у них икру. Короче, они тоже уже закистованные. Нужно... Данио, видите, такая рыбка, которая, если ее не нерестить, но они дают малька в больших количествах. То есть всех же все равно нерестить не будешь. И получается, что когда самки уже перерастают, вот они такие становятся пузатые, они очень симпатичные. Ну, то есть теряют способность к размножению. Так, ну, по-прежнему штербы сидят, самцы. И на дне анциструсы. Чувствуют себя хорошо. Вон, смотрю, там самочка вот эта вот по центру, которая такая огромная. А самец вот сидит слева, дремает. Ну, я думаю, у них скоро тоже будет икра. Красные, розовые, белые тернеции и желтые. В еще одном 80-литровом аквариуме. На дне тоже парочка анциструсов. Вся рыбка находится возле передней стеночки, потому что сейчас будут они кушать. Вчера у них была подмена воды. Соответственно, я вчера их не кормил. То есть у них был разгрузочный день. Покормил только мальков. Вот. Все рыбки остальные голодали. То есть они сейчас готовы уже принимать пищу. Ну и здесь, в соседнем тоже аквариуме на втором ярусе, небольшая стайка голубого неона. Кстати, надо голубого неона, наверное, попробовать отнерестить. Потому что у меня как-то, я не рестил, но у меня где-то 2 или 3 нереста только таких было нормальных. Остальные какие-то были такие не очень. Много было пропавшей икры. Ну, надо рыбку к нересту готовить. То есть ее надо отсаживать. Самцов отдельно, самок отдельно. Усиленно кормить их живым кормом. Ну, либо, по крайней мере, замороженным, если нет живого. И тогда рыбка будет охотно нереститься, и качество икры будет намного лучше. Ну что, вот здесь внизу совсем мало уже у нас меченосцев. Ну, еще есть, я думаю, штук 20, наверное, осталось. Вот, на дне у нас анциструсы, вон один слева в углу, один справа. Но эти у меня ни разу еще не нерестились, то есть как-то у них не хотят они, видно. Хотя вот смотрю, самец в углу вот сидит слева, что-то плавниками там своими машет, не пойму, то ли зазывает самочку. Ну, посмотрим. Возможно, и у них когда-то будет потомство в этой парочке. Так, ну в домашнем аквариуме тоже по-прежнему все отлично. Меченосцы чувствуют себя хорошо. Постепенно рожают потихоньку. То есть обновление идет. Мелкие рыбки уже выплывают из зарослей. Вот, постепенно привыкают к такой компании. Тернеции, которые здесь, это вообще у нас старожилы такие капитальные, тоже чувствуют себя хорошо. Вот сверху мы сюда заглянем, конечно, трава такая не очень, но вон видно плавают и покрупнее мальки, и помельче. Там в дальнем углу вообще мелочь есть, мелкие-мелкие, ну как-то так. Все, идемте дальше на разводню еще посмотрим. Ну и вот здесь на третьем ярусе у нас такое количество еще красной и желтой тернеции. И в соседнем вот компания, смотрите какой контраст. Фиолетовая, синяя. Рыбки чувствуют себя хорошо.
сейчас будут принимать пищу. Они уже к этому готовы. Друзья, ну, будем, наверное, заканчивать, чтобы не растягивать ролик. Желаю всем удачи, здоровья. Напоминаю, что под этим видео в описании есть ссылочки на плейлисты по разным направлениям деятельности. Кому интересно, заходите, посмотрите. На разные темы есть видосы. Все, всем пока. До встречи на канале.